Друзья, всем привет! Сегодня поговорим об еще одних новых динамических наушниках, на этот раз от компании TIN HiFi стоимостью $39. Приходят наушники в очень небольшой коробке с изображением механического робота и названием этой модели C2 2025. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм, чувствительность составляет 104 дБ и они получили сопротивление 32 Ом. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Наушники, кабель с коннекторами 2 пин и штекером Type-C, набор силиконовых амбушюр. Наушники небольшие, смотрятся, как по мне, хорошо и выполнены полностью из металла, и на лицевой части тут имеется вентиляционное отверстие и 3 болтика. Тут расположен стандартный разъем 2 пин, который немного утоплен в корпус, а на внутренней части находится маркировка канала, правый и соответственно левый, и рядом с металлическим звуководом находится отверстие для компенсации. Причем звуковод-то тут реально хорош, он достаточно длинный, не слишком широкий и с четким бортиком для лучшей фиксации амбушюр. И сидят эти наушники в ушах отлично, хоть с комплектными амбушюрами, хоть с любыми другими. Обеспечивается должная звукоизоляция и удобство использования, ничего нигде не давит, да и уши от них не устают. Но вот кабель комплектный, конечно, довольно посредственный. Он совершенно обычный, у него есть еще микрофон, если вы берете версию с Type-C, как в моем случае. Но я бы вам советовал в будущем поменять его на что-то другое. Ну а приобрести динамические наушники TIN HiFi C2 2025 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине HiFi Go, и здесь же можно будет дополнительно ознакомиться со всей информацией по этому продукту более подробно. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат динамические наушники TIN HiFi C2 2025. Вот так выглядит график частотной характеристики. У них есть усиление низких частот почти на 10 дБ с крайне аккуратным переходом к области нижней середины и уже более выделенная почти на уровне низких частот область верхней середины с прям четким смещенным акцентом к 3 кГц. Но и как видите, высоких частот тут тоже не пожалели. Это не темные и при этом не светлые наушники. Как по мне, они довольно сбалансированные в этом диапазоне, так как высокие частоты тут имеют отличное расширение и уже очень плавно затухают после 15 кГц, что как минимум не дает потерять этим наушникам ту самую прозрачность и воздушность в звучании. Теперь давайте разберем их звучание более подробно. Низкие частоты — это, наверное, настоящая находка для тех, кто в первую очередь ценит точность и некоторую изысканность баса. Эти наушники определенно не стремятся угодить басхедам, так как низкие частоты здесь не раздуваются, а подаются с особой такой тщательностью, сохраняя хорошую текстурность и прозрачность, без какой-либо мутности и эффекта смазанности, так как этот диапазон тут остается очень четко абстрагированным от средних частот, что создает ощущение куда более чистого и прозрачного звучания, без какой-либо грязи и излишней добавочной теплоты, с отличным объемом звучания, и именно благодаря этому басовое присутствие остается хорошо заметным в большинстве музыкальных композиций, но не перегружает общую картину излишним перетягиванием внимания на себя. Да я отмечу, что бас у этих наушников по восприятию довольно быстрый и собранный, с хорошей такой динамикой, что добавляет некоторого драйва, но без лишней агрессии в быстрых композициях. И даже в насыщенных басом треках он остается подконтрольным, что очень важно. И именно это позволяет нижним частотам органично вписываться в общую звуковую картину без какого-либо нарушения вот этой цельности в звучании. И эти наушники, как по мне, хорошо справляются с быстрыми и энергичными композициями, будь то хип-хоп, электроника или даже рок. И металл на них вполне и без проблем можно слушать. Если вам важен контроль, текстурность, прозрачность и уверенная глубина и объемность в низких частотах, то эти наушники определенно оправдают ваши ожидания. А вот средние частоты в этих наушниках звучат довольно энергично, с небольшой заметной легкостью в вокальной части, но зато с вполне уверенно хорошей детализацией, тембральной достоверностью и естественностью в звучании. Тут нету какого-то кривого и странного тембра, есть просто очень знакомая, наверное, для большинства аудиофилов
профилов подача звучания. Чем-то они мне напомнили некоторые модели Simgat, но с более сохраненной теплотой и меньшей резкостью в звучании в этом диапазоне. Все-таки здесь именно выдержан баланс, когда в вокальных композициях не создается у вас ощущение уже такой излишней крикливости и вычурности, но есть хорошая теплота у гитар, пианино и различных духовых инструментов, и отличная прозрачность и количество воздуха, чтобы и разделение инструментов было адекватным даже в тяжелых инструментальных композициях, но и при этом глубина звуковой сцены оставалась по-прежнему более погружающей и уносящей вас в композицию. А высокие частоты у Tin Hi-Fi C2 аккуратно выделяются, придавая звуку воздушность и ясность, но при этом не доходя до какой-либо резкости в звучании. Высокие тут детализированные и четкие, что помогает уловить самые мельчайшие нюансы, такие как небольшой шелест тарелок и текстурные особенности у струнных инструментов. Благодаря этому высокие частоты звучат тут очень живо, органично, добавляя композициям реалистичности и пространственной глубины. Да и стоит сказать, что эти наушники отлично передают микродетали в самом верхнем регистре, что особенно заметно в композициях с насыщенной различной перкуссией. Например, Dave Brubeck Quartet Take 5, каждый удар по тарелкам отчетливо различим, создавая ощущение присутствия самого музыканта в пространстве. Да и высокие частоты звучат с хорошей такой ясностью, но не навязываются, добавляя звуку воздушности, но не утомляя ваш слух. И эти наушники подходят для сложных оркестровых композиций, такие как Gustav Holst, The Planets, где они обеспечивают отчетливое разделение и многослойность звучания, скрипки, флейты и другие высокочастотные инструменты хорошо прорисованы в миксе и остаются разборчивыми даже в сложных динамических переходах. Как раз именно это придает композиции ощущение открытости и пространства. А в треках с яркими электронными эффектами, как Daft Punk Contact, наушники удерживают высокие частоты под четким контролем, не перегружая их и сохраняя тонкий грамотный баланс с остальными частотами. Эффекты и синтезаторы не утомляют, а дают плавный, но выразительный акцент на верхах, что делает прослушивание как раз комфортным даже в течение долгих сессий. Ну и конечно, Tin Hi-Fi C2 обладает очень даже хорошей шириной и глубиной звуковой сцены для динамических наушников, что делает звучание очень пространственным и многослойным. Разделение инструментов находится на довольно высоком уровне. Каждый инструмент и партия четко отделены друг от друга, что добавляет музыкальному полотну объем и ощущение воздуха. Наушники создают довольно четкое позиционирование звуков, благодаря чему вы сможете слышать, где именно находится каждый инструмент или вокалист, и вам не нужно будет как-то напрягать слух, чтобы определить это сразу. И также отмечу, что разделение инструментов выполнено на очень даже достойном уровне, особенно для таких недорогих динамических наушников. Они обеспечивают четкое позиционирование каждого инструмента, создавая ясное ощущение расстояния между звуками, что делает звучание менее перегруженным и более воздушным. Даже в насыщенных аранжировках наушники очень даже уверенно справляются с удержанием каждого инструмента на своем месте, благодаря чему легко различить отдельные слои музыкальной композиции. И именно такая ясность и прозрачность способствует разборчивости даже на сложных треках, улучшая восприятие деталей и добавляя объем звуковой сцене. А вывод у меня получился таков: Tin Hi-Fi C2 2025 это достаточно интересные и очень недорогие динамические наушники, которые предлагают приятный внешний вид и довольно энергичную драйвовую подачу для тех, кому как раз надоели расслабленные и скучные по подаче наушники и хочется послушать уже что-то более драйвовое и веселое с очень знакомым для всех характером звучания. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем за просмотр, с вами был IC Genius, всем удачи и пока.